Добрый день, уважаемые друзья! Приветствую вас на нашей интеллектуальной площадке интеллектуального обмена. Я очень рад объявить очередной, 7-й Московский экономический форум открытым. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что мир меняется, о том, что многополярность этого мира становится фактом. Будем говорить о том, что этот процесс непрост. Будем говорить о том, что шаблоны, по которым действует правительство, сформировались еще в прошлые эпохи, и эти шаблоны во многом уже не работают. И вот эта работа по шаблонам, по устаревшим, она рождает большие риски, связанные с огромными потерями. Я приветствую коллег, тут 2 десятка представителей других стран, приехавшие издалека. Уже сам факт, что того, что эти люди пересекли многие границы, свидетельствует о мужестве на самом деле. Это они совершили непростое путешествие с логистической точки зрения и с точки зрения политической, потому что дипломаты не всегда справляются со своей работой, а при этом представители стран и народов должны разговаривать. Мы обсудим многие вопросы международной повестки, будут предложены реальные механизмы взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества. Однако сейчас на первой дискуссии, первым делом мы обсудим состояние России. Обсудим его с разных точек зрения. Обсудим политику, культуру, эстетику, образование, социальное устройство нашей страны. В целом за эти 2 дня мы проведем 18 круглых столов, где эти темы будут подняты. Мы все понимаем, что у России есть огромный потенциал. Мы все понимаем, что в России со многих точек зрения все должно быть и может быть гораздо лучше. Но наш форум московский экономический, поэтому будем в первую очередь, конечно, обсуждать экономические вопросы, экономическую политику. Ведь от того, как будет развиваться экономика России, зависит ее социальное, психологическое состояние. И будет зависеть отношение к нашей стране извне. Поэтому первую пленарную дискуссию мы посвятили экономическому состоянию, экономической политике, проводимой в нашей стране. То, что шаблоны изменились и старые шаблоны не подходят, полностью относится и к этой теме. Не так давно мы жили в той концепции, что мы должны вписываться в мировую экономику или в западную экономику. Мы должны служить мостом между Западом и Востоком. То есть от России отводилась такая роль, что ли, придатка или чего-то такого, что должно быть частью глобальной экономики. Но ситуация изменилась с наплывом санкций, с многими конфликтами, которые происходят в мире. Концепция поменялась, и сегодня мы строим суверенную экономику. Об этом прямо говорит наш президент. Он требует восстановить технологический суверенитет в нашей стране. А это ведь совсем другая концепция. При этом мы видим, что налоговая политика, денежно-кредитная политика, внешнеторговая политика, они движутся, они действуют по тем самым старым шаблонам и нацелены на встраивание России в западную экономику, что уже является полным абсурдом, и требуется тут новая, совершенно иная философия. И вот наш форум призван тут сыграть серьезную роль. Мы не встроены в вертикаль власти, наш форум свободен от давления. Нам легче говорить о новой философии. Ведь практически невозможно изменить систему, находясь внутри и являясь частью этой системы. А вот у нас такая площадка, которая находится извне, и мы свободны от догм и можем свободно рассуждать на темы развития нашей страны, и на все темы, то есть мы можем предлагать концепции развития и нашей страны, и мира. Мы опубликовали на сайте проект рекомендаций нашего форума, который относится к вопросам экономики. Там мы прописываем, что в России нужны низкие налоги, налоговая система должна быть нацелена на развитие, на не сырьевое в первую очередь развитие.
Нужен разумный протекционизм и взаимовыгодность международной торговли, а не нацеленность России на встраивание в чьи-то построенные кем-то производственные цепочки. Нам нужна мягкая денежно-кредитная политика, нужны дешевые и доступные кредиты и потребителям, и производителям. Вот все это написано в проекте наших рекомендаций. Если в процессе форума какие-то есть дополнения, поправки, пожалуйста, высказывайте. Все это учтем и потом опубликуем в итоговом документе нашего форума. Но в целом мы, организаторы форума, видим, что Россия имеет огромный потенциал. Ответом на многие вызовы должно быть проведение новой индустриализации, бурное технологическое развитие. Все это, мы уверены, что это возможно, и надо предложить конкретные, реалистичные рецепты этих лекарств, которые живительным образом подействуют на организм, такой прекрасный, очень живучий, очень сильный организм под названием Россия. Спасибо.